Всем привет! Сегодня мы пофантазируем на тему «А что если бы Ташкент превратился в город будущего?» и постараемся найти предпосылки к этому. Я не скрываю, что работаю в сфере строительства здесь, в Ташкенте. И тематика развития городов мне близка к сердцу и по духу моей профессии. Ташкент насчитывает 2000-летнюю историю, но в последние несколько лет облик столицы начал кардинально меняться в лучшую сторону. И причиной тому служит несколько факторов. Основной фактор – это инновационная идея, успешно обкатанная на практике у азиатских соседей. Выделить земельные участки под целевой бизнес, определив некие лоты. Закрепить за земельными участками контролирующие органы, которые будут определять направление развития земель. Привлекать инвесторов для реализации планов и следить за воплощением идеи и дальнейшей эксплуатацией объектов. Именно такая организация привлечения иностранных инвесторов открывает перед ними широкие возможности. Упрощая процесс инвестирования, позволяя инвесторам прозрачно и понятно видеть весь путь реализации проекта как бизнес-идеи. Аналогичную систему развития мы с вами можем наблюдать как пример не в столь далеких от Узбекистана успешно процветающих Арабских Эмиратах. Амбициозные проекты предназначены для повышения качества и условий жизни населения, служат флагманами и титульными страницами государства, а инвесторам позволяют не только быстро вернуть вложенные в них средства, но и в разы их приумножить, получая ежемесячный доход. Мы все знаем об искусственно-намывных территориях в форме пальм, о высочайшем здании в мире Бурдж-Халифа. И сейчас Азия не прекращает удивлять своим размахом и инновациями. Все мы слышали о предстоящем строительстве Луны в Арабских Эмиратах стоимостью $5 миллиардов и высотой 224 метра, а также об уже начавшемся строительстве города Линия в Саудовской Аравии стоимостью в $1 триллион и вместимостью в 9 миллионов жителей. Сейчас вы можете видеть кадры из презентации данного проекта. Уже начинается строительство горнолыжного курорта площадью 60 тысяч квадратных метров прямо в пустыне под открытым небом, а также города Неом в горах Саудовской Аравии. Но что мы можем сказать про Узбекистан? Чем он может похвастаться в мировом сообществе? Неужели он отстает от своих соседей? Те из вас, кто здесь не был, представляют эту страну, наверное, как-то так. Сельская местность, навоз, ишаки, старики, бедность. Поспешу развеять рисующиеся в вашей голове картинки. Правительством поставлена задача выйти в мир с впечатляющими проектами наравне со своими азиатскими соседями. Пересмотр инфраструктуры городов, нацеленные на улучшение качества жизни их жителей. Строительство новых общественно важных сооружений. Музеев, выставочных центров, общественных пространств и научно-исследовательских институтов. Все эти картинки, которые мы только что с вами видели, это концепция, взятая из международной архитектурной выставки, и пока что это лишь идеи. Стоп, подождите, что-то тут не так. Вот последняя картинка – это не облачная идея архитектора, это уже реализованный в Ташкенте проект. Что же вы молчите и не замечаете мои ошибки? Вот смотрите, живая запись, сделанная с высочайшего в Средней Азии жилого здания. Это вид на парк Ташкент-Сити. Впечатляет? Ах да, высочайшее в Центральной Азии здание уже тоже построено. Nest One стоимостью $155 миллионов и высотой 266 метров. И это только маленький кусочек города. Это лишь первые шаги государства в достижении цели развития городов. Для воплощения таких амбициозных проектов нужно время, инвестиции. И самое главное, это нужна понятная и открытая политика Узбекистана. И это уже есть. Я не буду углубляться в юридические документы и рассказывать, что и как должно быть для привлечения иностранных инвесторов, выделения земель и контроля за строительством. Но поверьте, когда я ознакомился с нормативно-правовой базой и тем, что за последние 3 года сделано в этом направлении правительством страны, я был просто поражен. Всю свою жизнь я жил в России, считая ее развивающейся страной. Но одного только желания и идей мало. Посмотрите, какие проекты реализовала Россия. Вот, например, что? Газпромовская башня. Мост, все мы его помним. Так, что еще? Дворец вроде бы построили один. Так, вроде бы что-то еще, наверное. Я не уверен. Простите, отвлекся от темы. Мало одного желания, нужны действия в государственных масштабах. Госаппарат – это сильная махина, требующая огромного усилия для движения и времени для того, чтобы это движение набрало видимую скорость. И вот теперь мы замечаем плоды этих усилий. Выход нормативно-правовой базы. Мы наблюдаем реализацию и запуск первых проектов. Некая проба пера, похожая на первые шаги ребенка, встающего на ноги. Помните, какими 20-30 лет назад были Арабские Эмираты?
с очень малой и разрозненной культурой, пустыней с верблюдами и племенами из бедуинов. Да, вы скажете, у них появилась нефть. Нефть лишь дала небольшой толчок развитию. Попав в умелые руки, эти деньги пошли на пользу государству. Сейчас же основные доходы Арабских Эмиратов идут из туристического и финансовых секторов, в то время как доходы от нефти у Объединенных Арабских Эмиратов не превышают и 10%. А история Сингапура, превратившаяся в результате грамотной стратегии правительства из беднейшей страны Восточной Азии в крупнейший нынче финансовый центр планеты. А ведь они даже не экспортировали нефть. Внутренняя работа с искоренением коррупции, привлечением внешних инвесторов и установка понятной и открытой государственной системы организации дел очень быстро принесли свои плоды. Неплохой пример и обкатанный образец для своих азиатских друзей. А теперь представьте потенциал Узбекистана со своей богатой культурой, с уже развитым туристическим сектором, добычей золота в мировых масштабах, газа и прочих полезных ископаемых. А самое главное, что наличие собственных финансовых средств является гарантией государства перед иностранными инвесторами. И вот уже прямое воплощение каждого сектора идеи проекта осуществляется за счет привлеченных инвесторов. Не стоит даже сомневаться, что в ближайшие десятилетия Узбекистан обгонит своих азиатских друзей, таких как Малайзия, Арабские Эмираты и Китай. Он уже обогнал всех своих ближайших соседей: Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан, Туркменистан. Это уже не похоже на фантазии, о которых мы говорили в начале видео. Это уже воплощенные факты, которые мы можем лишь отмечать и восхищаться. Но мы же хотели пофантазировать. Давайте попробуем. Помните, что я в одном из своих видео говорил, что я не ставлю своей основной задачей изменить что-то в Узбекистане как блогер. И действительно, лезть в чужую мечеть со своим уставом – это не мой принцип. В Узбекистане очень хорошие люди, и их быт и жизнь неплохо организованы. Но все-таки по долгу своей основной профессии я постараюсь внести вклад в развитие города Ташкента. Давайте подумаем, стала бы лучше столица, если бы в ней появились трамваи и монорельсы на магнитных подушках, связывающие районы города между собой, безопасные и удобные пешеходные переходы, общественные места и площадки, где бы могли практиковаться художники, музыканты, поэты, отдыхать молодые семьи, общественные деловые центры, привлекающие бизнесменов и финансовые потоки, надежные современные банки, не хуже швейцарских, но с азиатским размахом и гостеприимством, развитый криптовалютный сектор и своя национальная электронная валюта, новые театры и музеи, построенные в футуристическом стиле, лучший в мире олимпийский городок, новые жилые комплексы с полной и внутренней инфраструктурой замкнутого цикла, с высокой экологичностью и применением альтернативных источников энергии. Возможно, какой-то проект водного обогащения, ведь Узбекистану так не хватает моря. Как насчет искусственного моря в центре Ташкента? Или восстановленное Аральское море с его неисчерпаемым источником рыбы, скоростные железные дороги или поезда на магнитной подушке, способные доехать из Ташкента до Самарканда за 30 минут и соединяющие все ключевые города Узбекистана между собой. Полный переход автомобилей на альтернативные источники энергии. Хотя, наверное, полный уход от каких-либо автомобилей и планирование городов так, что автомобиль в них просто не нужен. Все эти фантазии можно перечислять и перечислять, мечтая бесконечно долго. Самым важным здесь остается то, что в каждой из этих фантазий уже есть первые шаги и частичная их реализация с достижением начального успеха. Ребенок не просто встает на ноги, делая первые шаги. Он уже идет. Это молодой человек в полном расцвете сил. Уже есть беспошлинный ввоз электромобилей, скоростной поезд между городами, пока еще, правда, не на магнитной подушке, высочайшее здание в Центральной Азии, строительство современных деловых центров, начало развития банковской системы, строительство прочих общественных зданий и музеев. Вот, например, мне лично очень понравилась концепция музея искусств, спроектированного передовым японским архитектором, строительство которого уже начинается. Проект восстановления Аральского моря уже существует или ждет своего физического воплощения. Я уже не говорю о том, что в горах Ташкента существуют горнолыжные курорты и востребовано строительство новых, дополнительных, способных затмить Куршевель. Мечты – это такая вещь, они имеют свойство сбываться, если попадают в благоприятную почву и хорошие руки. Не мне вам, узбекистанцам, рассказывать про хорошие руки и благоприятную почву. Это то, что у вас уже есть. И помимо этого, у вас есть то, чего нет в Арабских Эмиратах или Китае. Это человечность. А это многого стоит. Сейчас в ваших руках все 4 козыря, перечисленных мною ранее. Я уже не просто верю, но и вижу первые плоды этого дела и постараюсь быть причастным к этому вместе с вами. You don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!
have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.